Всем большой-большой привет! Меня зовут Юля. Сегодняшнее видео — это подкаст, благодаря которому я наконец-то хочу вернуться на YouTube и при этом объясниться, рассказать, что же за все это время происходило, потому что давайте посмотрим. Меня не было на YouTube 5 месяцев. Меня не было почти полугода на Ютубе. Последнее видео было 2 августа 2023 года. Та-да-да-дам-та-дам! Та-да-та-там-та-там! Сюрприз! Здорово! Новый год только начался, и я вас поэтому поздравляю с уже наступившим Новым годом и желаю вам всего самого наилучшего. Честно, у меня предчувствия на этот год очень хорошие. Я отпраздновала хорошо по-семейному, как я люблю. Обязательно заваривайте чаечек или кофеечек, берите печеньки, и мы будем начинать. Что ж, вообще хочу начать с того, что произошло за все это время, пока меня тут не было. Насколько я помню, я выпускала видео в августе как раз, но это было также старое видео, поэтому начну, наверное, чуть ли не с весны. Я все-таки поступила в университет, я отучилась уже полгода, и сейчас как раз новогодние каникулы. Пока не профильные предметы у нас, профильные как раз со 2-го семестра начинаются, то есть у нас там, например, есть всеобщая история, или же информатика и так далее. Но есть и новые интересные предметы, которые мне, безусловно, нравятся, потому что я их, в принципе, сама изучаю. Это, например, философия, которую я очень сильно люблю. Я люблю углубляться, думать, анализировать и размышлять о смысле жизни. Помимо всего прочего, я успела поработать, по сути, во время моего ГПР. До начала самой учебы, после того, как мы вместе с семьей приехали с отпуска, мне мама или папа задали вопрос, что-то про работу, и я почему-то так задумалась и решила попробовать пойти поработать. И в июле-августе я работала продавцом-консультантом в Личи. Никому обычно не нравится работать консультантом из-за того, что, просто работают ради денег. Я не только ради этого работала, мне просто очень нравится мода, стиль, и я специально выбрала такой магазин, чтобы мне нравилась эта одежда, и, соответственно, я ее могу презентовать людям и подбирать им какие-то образы. И на самом деле я удивилась, но очень многие люди действительно спрашивали моего мнения и просили, например, подобрать им какой-то прям образ. Я, по-моему, неделю взяла, грубо говоря, отдыха, то есть уволившись за неделю до начала учебы, и мне все равно этого, конечно, не хватило, и я в этом плане не рассчитала своих сил, я снова не отдыхала. Я очень пытаюсь с этим бороться, у меня очень сильно сбился режим сна, вот как раз это, по-моему, началось и даже с весны, то есть я очень поздно ложилась, но сейчас я ложусь еще позднее. Я могу лечь в 3-4 утра, просыпаться, соответственно, позже. Либо просыпаться рано, но при этом вообще вся не то, что даже не выспавшаяся, а вообще просто, никакая. Потому что мне надо на учебу, я бегом-бегом, что-то тороплюсь постоянно. И также, кроме этого, я очень себе сбила режим питания, если так можно выразиться. То есть я могла только, например, позавтракать, только пообедать или только поужинать. И там попытаться что-то перекусить. И, конечно, я понимаю и вижу, что мой организм на это реагирует крайне негативно. Начинаются какие-то головные боли, я чувствую себя вообще какой-то разбитой, непонятной, уставшей. И, короче говоря, вот из этого всего и складывается мое ужасное состояние. Тут даже, наверное, не сколько выгорания, хотя оно может быть тоже, потому что пока я вот сейчас проучилась полгода, я очень-очень много, опять же, таки пахала прям. И на меня тоже немножко ополчались в моей группе, мои одногруппники, потому что я много работала, я им как будто бы не давала тоже места или еще что-то. Если вернуться к тому, о чем мы с вами разговариваем, суть в том, что я снова мало отдыхала. Я тоже, кстати, про это писала в моем телеграм-канале. Обязательно на него подписывайтесь, если хотите видеть меня чаще и больше, потому что я вся в учебе. Сейчас еще начнется скоро 2-й семестр. Я написала об этом пост, что, скорее всего, я просто не умею отдыхать или неправильно как раз отдыхаю, потому что я захожу в телефон, листаю ТикТок. ТикТок — это вообще отдельная тема. Мне и не хочется одновременно на нее дискутировать, при этом и понимаю, что это очень важно, потому что ТикТок — это просто вот
так вот, у меня голова пухнет от этого, мое любимое выражение в последнее время. Сейчас я в достаточно таком запутанном получилось состоянии, несмотря на то, что я хорошо отпраздновала Новый год, и сейчас на самом деле себя чувствую очень хорошо, прям очень. Я и выгляжу свежо и хорошо, несмотря на то, что я опять же таки ложусь поздно, но я хотя бы высыпаюсь. Мне снова начали сниться сны, масло масляное, потому что у меня тоже их не было. Я начала чувствовать сонливость, потому что у меня тоже ее не было. Вот когда все эти признаки и черты стали вместе на меня сваливаться и складываться, я поняла, что тут что-то не так, что мне уже сам организм говорит: Юля, ку-ку, пожалуйста, очнись, иначе мне будет хуже. Я сейчас прям в процессе этого распутывания и надеюсь, что у меня все получится. Вот у меня какая-то прямо мотивация есть. Как знаете, есть слово в английском reset. И сколько раз бы я его не встречала, я не понимаю, как его перевести очень хорошо и понятно на русский, потому что оно объясняет все. Вот как знаете, прям обнуление произошло. И поэтому я сейчас все еще, что и на протяжении этого полугода, и на протяжении всего моего ГПР, я очень-очень много анализирую, думаю, мыслю и стараюсь проплакать все, проживать все эмоции. Просто вот знаете, ну, обиделась я и обиделась, пусть я пока обижусь, но главное не вымещать как бы это на своих близких, друзьях и вообще каких-либо людях. По-моему, я вам рассказала почти все о том, что произошло за вот этот вот большущий промежуток времени, пока меня не было здесь на YouTube. У меня, оказывается, садится батарея на камере, уже половина, я не ожидала. На самом деле я понимаю, что YouTube для меня очень дорог, но я настолько не могу расфокусироваться в данный момент. Раньше у меня такое было, мне так кажется. Как Цезарь, делать 100 дел, одновременно и в разных сферах. Сейчас я, видимо, не могу разорваться. Стараюсь брать фокус только на те вещи, которые мне важны, нужны. Это даже откликается в моих подписках в ТикТоке, в Телеграме, потому что я стараюсь отписываться от всех. Меня мало поддерживают в моем блоге мои друзья или близкие. Я имею в виду, поддерживают именно комментариями, репостами, лайками и так далее. И когда я вижу каких-то начинающих блогеров, или когда я вижу, что классный вроде канал, недавно это было, что я была подписана, а потом я понимаю, что я пишу все эти комментарии, лайки, чуть ли не под каждым постом, и осознаю, что мне это не надо. Что я это делаю только ради поддержки, что мне сейчас неинтересно это читать, не хочется на это тратить время, но я почему-то продолжаю это делать. Я снова вот очистилась от всех этих ненужностей, стараюсь проводить такое очень часто, потому что на самом деле подписки на меня очень сильно, я заметила, влияют. Всем раздала энергию, а мне никто не раздал ее, понимаете? И в этом плане тоже как-то важно находить вот как раз баланс. Я понимаю, что для меня ключевые, наверное, слова — это спокойствие, умиротворение, гармония и баланс просто во всем. Как бы сейчас это абсурдно не звучало, потому что я не люблю к этому приплетать, но я весы. Очень даже, наверное, напрямую воспринимаю значение слова весы, да, потому что я хочу найти во всем баланс. И вот в этом году это прям вот как никогда кричит во мне. И надеюсь, я понятно, да, объяснила? И, кстати, буквально перед Новым годом я провела прямой эфир в моем телеграм-канале. Это на меня так повлияло, прям в самое сердце, в глубину души, потому что я так была рада со всеми увидеться, со всеми поболтать. В конце концов, там в чате ребята, мои подписчики, даже сами немножко между собой попереписывались, пообщались, и это вообще, это неописуемо. У меня нет слов. В общем, я в этот Новый год стараюсь как с чистого листа начать. Я вся такая, видите, беленькая сижу. У меня тут вот еще подружка подарила вот такой вот наимилейший пушистый крабик. Мне он очень нравится, он еще такой крепкий. Как вы знаете, особо не пользуюсь косметикой, но сейчас вот мой фаворит — это от Influence. Такой вот Glow Injection. Очень сильно мне понравился этот тающий такой бальзам, как от Darling, побюджетней. И я решила себя перед Новым годом тоже им порадовать. Такой вот щелчок. Оп. И готово. И мне очень нравится вот эта подвеска, которую мне подарили. И вот эта вот прекрасная кофточка, которую я могу носить прям каждый день. И она мне не разонравится. Я сколько раз ее не надеваю,
все время прям в сердечко. Решила немножко похвастаться своими любимками, фаворитами. И я думаю, что теперь приступлю к вопросам, которые мне задали немножко в Телеграме под постом и в анонимке. Какие планы на блог в дальнейшем? Несмотря на всю мою учебу, я очень хочу в этом году и в ближайшем будущем постараться наконец сфокусироваться на блоге, потому что тут очень важна постоянность, которую я вообще не соблюдаю уже сколько лет. Она у меня может продлиться месяц, несколько месяцев, а потом ее как не видала. И, конечно, это не очень хорошо, это отражается на аудитории, потому что она уходит, на мне самой, потому что я не занимаюсь своим любимым делом и хобби. Я, возможно, хочу выйти хотя бы на какой-то минимальный доход и просто набирать аудиторию, чтобы у меня было еще больше вот это вот комфортное комьюнити, которое я очень стараюсь создать. Покажи детские фотографии. Как раз на прямом эфире тоже просили показать, так что вот здесь вот на экранчике будет несколько. Я вообще, когда на них смотрю, я удивляюсь, как будто, знаете, я вроде поменялась, а вроде и нет, потому что я осталась все равно такой же милашкой, как мне всегда говорят. Какие цели на 2024 год? В этом году не стала пока ставить конкретных целей. Самые вот мои главные — быть счастливой, прям жить в моменте, найти вот это спокойствие, гармонию, соответственно, работать над блогом. Вообще очень хочется добить 500 подписчиков на 2 моих платформах, но, соответственно, это проистекает из фокуса на блог, что вот как раз для меня очень-очень важно. Но при этом мне не нравится слово «добить». Для меня все-таки важнее то, какая у меня аудитория, а не сколько ее. Хотя отдача тоже очень зависит, потому что если у меня будет совсем маленькая аудитория, то отдачи и поддержки будет мало. И окружать себя теми людьми, с которыми мне хорошо и комфортно, потому что я понимаю, что это для меня сейчас важно как никогда. Обычно у меня еще цели — это что-то типа вести здоровый образ жизни, какая-то физическая активность. Я думаю, что я ответила на этот вопрос по поводу целей. Они, видите, у меня вот как раз такие расплывчатые. Хочу просто вот идти по течению, чтобы оно вот сложилось само собой. Но, соответственно, я что-то должна для этого делать, а не сидеть в ТикТоке. Та-да-да-дам. И еще один, тоже такой, кстати, интересный вопрос. Ты уже совершеннолетняя. Для тех, кто не знает, мне в 2023 году исполнилось 19 лет, а в этом году мне 20. Как вы думаете, как мне на это реагировать? Какую эмоцию юзнуть, если говорить на молодежном сленге? Ты уже совершеннолетняя, нет желания жить самостоятельно или планов на будущее? Как я понимаю, планы на будущее — это вот пожить самостоятельно, про жилье, в общем. На самом деле тема жилья для меня достаточно такая, знаете, личная, щепетильная, потому что тут еще очень важен вопрос денег. У меня есть это непосредственное желание, и ощущаю себя очень хорошо, когда я одна дома. Я, знаете, даже становлюсь намного продуктивнее, и мне кажется, что это еще за счет того, что получается все на мне, на своей какой-то волне, и вообще все супер и хорошо, и я даже как-то, знаете, забываю про телефон, не листаю ленту, не прокрастинирую. Такое, конечно, бывает, но не так часто. Либо это возможно из-за того, что просто я очень редко остаюсь дома одна. Пока что я никак это не могу спрогнозировать, потому что, как я уже до этого сказала, тут очень важен вопрос денег и моего комфорта непосредственно, потому что если я хочу жить отдельно, то я хочу жить в комфортной квартире или в доме. И вообще, конечно, я очень хотела бы уже в будущем жить где-нибудь в спокойном очень месте и желательно за городом, чтобы вот просто было это спокойствие, баланс, а еще лучше у воды, у моря, потому что для меня вода, море — это просто, это мое место силы, мое место души. Знаете, я даже видела видео про то, что море — это прям вот психолог. Вот для меня, мне кажется, это так. Так что пока я не могу сказать на ближайшее даже будущее, на этот год, мне и комфортно так жить с родителями, с семьей. Для меня семья, потому что это прям одно из главных в моей жизни, помимо меня или там Ютьюба. И, в общем-то, я ответила на все вопросы, их было не так уж и много, но я всем вам благодарна, кто досмотрел или дослушал до этого момента мой подкаст, и тем, кто задал мне вопрос. Я была очень рада с вами повидаться, надеюсь, этот подкаст вы увидите совсем скоро. И чин-чин! На этом все. Всем пока-пока, счастья и добра!